Итак, утро 13 мая 2023 года. Солнечно. Переночевал хорошо. Ночью было довольно тепло. Градусов 10, наверное. Вот костер. Такие дрова своеобразные, однако не фоль. Даже не столько пламя дают, как вот этот вот запах, вонь смоленистая. Ну, вообще тут с дровами нормально, все тут есть. О, какой плес! 4,5 километра до туда, до следующего вон берега. Смотрю в трубу, на башню смотрел, эту вышку сотовую. Всякие детали видны. 4,5 километра. Все-таки не подкачала труба. Мощная оптика. Вот, собственно, заход сюда. Думаю, что моторные лодки вряд ли сумеют причалить так уж просто. Никто меня тут не побеспокоит, скорее всего. Пока еще никуда не плавал, рыбу там ловить или еще что-то. Только проснулся. Вчера умаялся до часа ночи, а может и позже. Возился тут, готовил то картошку, то чай. Все туда-сюда как-то медленно. Ну и палатку, все это делал. Ну, в общем, сегодня будет день отдыха. Только отдых. И вообще я здесь постою несколько дней. Изучу все, похожу в деревню, в эту схожу. Это вроде как нежилая деревня. Но вчера я видел, что туда причалила моторка. Кто его знает, что там такое? Неизвестность. Но тут, кстати, я обнаружил интересные вещи. Вообще загадочные. Ну вот сейчас я покажу, что я нашел. А я нашел вот такие вот предметы. Гильза и патрон. В общем, гильза это, скорее всего, от пистолета ТТ 7,62 калибром. А патрон это, похоже, 9 миллиметров парабеллум. Откуда это здесь? Патрон, кстати, ну, такого вида старого очень. Может быть, еще с войны. Тут были бои в этих местах. Кровотынь была на линии фронта. Здесь где-то шли бои. В общем, может быть... А эти патроны лежали вот здесь. В этом месте. Я стал натягивать веревку, чтобы спальник-то посушить свой. Смотрю, надо же, патроны лежат, гильзы. Удивительно. Думаю, взять их с собой. С другой стороны, страшно. Еще где-нибудь на вокзале найдут и обвинят, что я злодей, террорист, еще что-нибудь. Не знаю, страшно. С одной стороны, хочется взять на память. А с другой стороны, тоже в тюрьму из-за этого садиться. Разбираться никто не станет. Нашли патроны и все. Страшно, страшно. Не знаю, что делать. Ветра сегодня такого нет. Вот ведь повезло. Вчера весь день ждал, когда же ветер угомонится. Когда же угомонится он, чтобы плыть. Только вроде мне показалось, что ветер стих. Я собрался, поплыл. И тут на те, он усилился, что аж с барашками волны
Да еще и боковой. А тут, чтобы оплыть вот эти заросли камышей, в определенных местах надо удаляться от берега чуть не на полкилометра. А там все сильнее и сильнее волны и ветер. О, натерпелся я, в общем. Вон тут дрова. Натерпелся. Думал, сейчас беда будет. Но нет, Бог миловал. Дошел я до сюда. И тут прекрасная такая стоянка, где я постою несколько дней, отдохну. Схожу в радиальные экскурсии различные в деревню. А тут недалеко от этой деревни еще и Волоховщина. Есть жилая деревня. Когда-то давно мы ходили, гуляли по острову, зашли в эту деревню. А там что-то типа, приюта такого и кафе какого для туристов. Летом дело было, когда много туристов. И там местные жители готовили пироги из черники. Такой большой пирог. Нам отрезали несколько кусочков, дали чай. Это платно было, да. Вот. И мы на улице сидели, пили чай с пирогами. И пришли собачки две. А у нас еще сахар был. Я думаю, чем их угостить? Может, сахара им дать? Собаки-то любят сладкое. Дал сахар, а они такие не понимают. Видимо, никогда в жизни никто им сахар не давал. Вот такая была история. Вот тут печь это. Попробую растопить. Как она будет вообще работать. Явно тут, да, был домик. Вот он, видимо, горел. От пожара обгорело дерево. И вот металлические части крыши, все вот туда вот рухнуло. Но это было, видимо, сильно давно. Сильно. Буду изучать это место. Надо же патроны, печь, домик сгоревший. Что тут было, когда? Может, кто знает. Пеньки. Дров тут. И вообще местность такая. Красивая местность. Поляна. Потом дальше возвышение. Какие-то тропинки идут в разные стороны. Но чувствуется, что здесь люди бывают нечасто. Масло вот там валяется. Я посмотрел. Оно с 22-го года, в общем, выпуска. То есть год. В том году кто-то сюда приезжал с маслом. Что ж. Ладно, буду заниматься необходимыми делами и отдыхать потом весь день. Все-таки цель этого похода не спортивные достижения, а именно отдых.
Encore une phrase et une dernière. Donnez-moi une heure. Allez, on se réécoute les dialogues en entier de la dernière fois. 谁你好，我要订一个铁大饼。大的还不小的？大的。怎么付钱呢？可以付到付款。可以付到您到联系的账户。好的。您几点能订到？你说你的时间大概12点吧。Moi, les dates de préparation, c'est le moment de passer pour une nouvelle phrase lourde qu'on va parler de vêtements. Alors, comme d'habitude, Yoda, il va vous donner les phrases en chinois. Je vais les traduire en français et puis on va commencer les exercices. 我想买一件旗袍。Je veux acheter une 这是什么样子的？蓝色的好还是黄色的好？ Quelle est la mieux? La bleue ou la jaune? 能试试吗？ Je peux l'essayer. 能打折吗？ Pouvez-vous me faire une réduction? Allez, dans votre enfant, je vous voudrais ramener à la mer. Une robe sans coupe. Une robe chinoise d'origine manchou. C'est comme ça. 这个外面的呢？ Ok, wow. 买旗袍，毛的，Mais maintenant, on a tendance à utiliser directement sa prononciation chinoise. C'est-à-dire, quel est ce tissu? C'est toute cette toilette. 这是什么料子的？真丝的。Alors, on vient d'écouter le dialogue et il me semble que le vendeur répond c'est de la soie. Alors, comment on dit le mot soie en chinois, Dali? Okay, I do have some songs that I want to share by this man. I think that's cool. One is a really slow, beautiful song. Okay. And then
اگه میری کاری کن خدای پای سرت باشه حواست باشه شاید این مسیر آخرت باشه که تا تو بستی رو اسمی خواستی رو سرت باشه عجب دنیای نامردی مطمئن باشه من دلم بارون خواستان دلم خواست چند قدم با تو خیابون دلم خواست در چند ثانیه پیش تو باشم با تو چند تا جمله آروم دلم خواست دلم بارون خواست بارون دلم خواست چند قدم با تو خیابون دلم خواست فقط چند ثانیه پیش تو باشم با تو چند تا جمله آروم دلم خواست ساعت 13 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستند. نامزدهای انتخابات ترکیه در آخرین روز از تبلیغات مراسم مختلف برگزار می‌کنند. سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اعدام قریب‌الوقوع 18 نفر در اصفهان هشدار داد. در تماسی تلفنی وزرای خارجه ایران و عربستان درباره وضعیت توافقات بین دو کشور گفتگو کردند. یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، نامزدها برنامه‌های مختلفی را در آخرین ساعات تبلیغات انتخاباتی خود برگزار خواهند کرد. رجب طیب اردوان شبگاه شنبه در مسجد ایا صوفیا در کنار طرفداران خود نماز خواهند خواند. این در حالی است که قرار است رفیع کمال کلیچداروغلو به همراه شهردار استانبول با مردم دیدار کنند. این انتخابات سرنوشت 20 سال حکومت آقای اردوغان را مشخص خواهد کرد. در انتخابات روز یکشنبه 64 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد 6 میلیون نفر برای نخستین بار رأی خواهند داد. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید 18 نفر در اصفهان در روزهای آینده اعدام خواهند شد. به گزارش این سازمان 6 نفر از این افراد زن و 1 نفر نیز یک کودک همسر است. مدیر سازمان حقوق بشر ایران ضمن هشدار در مورد تداوم موج کم سابقه اعدام‌ها در ایران به خصوص اعدام زنان از جامعه بین‌الملل خواست که تمام توان خود را برای متوقف کردن ماشین کشتار در ایران به کار گیرد. محمود امیر مقدم هشدار داد که اگر جامعه جهانی واکنشی در قبال این کشتار نشان ندهد، صدها انسان در ماه‌های آینده قربانی این حکومت خواهد شد. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر در گزارش خود گفته بود که در سال 2022 دست کم 130 نفر تنها در 4 استان بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی اعدام شدند. در تماسی تلفنی وزرای خارجه ایران و عربستان درباره وضعیت توافقات مشترک بین دو کشور گفتگو کردند. حسین امیرعبداللهیان در این گفتگو گفت جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را برای افتتاح
عمران خان نخست‌وزیر پیشین پاکستان روز جمعه پس از چند روز اعتراضات خشونت‌بار برای 2 هفته علیه مسجد آزاد شد. با آزادی آقای خان همکاری‌اش در داخل دست به تجاوز نهادهای روز 19 اردیبهشت هنگام مراجعه به دیوان عالی کشور برای پاسخگویی به کیفرخواست‌های گوناگونی که علیه او صادر شده است توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت و برای بازجویی به شهر نگارای نامزدبندی در اطراف اسلام آباد منتقل شد. او تمامی اتهامات در مورد اختلاس، فساد مالی و فعالیت‌های تروریستی را رد کرده و می‌گوید حمله آنها انگیزه سیاسی دارد. عمران خان در حیاط خودکار دوران نخست‌وزیری را غیرقانونی می‌داند و شخص شدید متظاهرین را مسئول توطئه‌ای سیاسی برای برکناری تشکیل برنامه‌های غذایی علیه خود معرفی کرده است. عمران خان در نهایت اخیر با برگزاری اجتماعات بزرگ حامیان خود خواستار برگزاری انتخابات تیگرس و برکناری آقای شریف شده است. و فرمانده انتظامی اوسه نام بلوچستان از بازداشت فردی که متهم عضویت در گروه داعش است خبر داد. به گفته این مقام امنیتی این عضو داعش در یکی از روستاهای زابل ساکن بوده است. به گفته دوستعلی جلیلیان فرد بازداشت شده دارای تابعیت یکی از کشورهای همسایه است. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها کمتر از 1 ساعت دیگر. Вот, покажу я вам свой метод стирки. Трусы. Тут есть носки. Что тут еще? Термобелье. Носки. В общем, носки, трусы, термобелье. Это пакет большой такой, на 160 литров. Набрал туда воды, потом мыло помылил туда, помылил. Вот.
Тут все это намокает, пропитывается мыльным раствором. И можно делать вот так вот. Берете мешок. И оно там хорошо очень промывается. Потом, ну там можно любую стирать, любые предметы одежды, что угодно. Потом, значит, эта вода где-нибудь сливается, не в озеро. Набирается чистая вода, и процесс повторяется так по раз, чтобы мыло все и грязь всю вымыть. Потом надо это все сушить. На веревку вешается, на ветру, на солнце сохнет. Вот такой вот подход. Потому что стирать прям там, в озере, не очень хорошо. Ну, во-первых, загрязнение. Ну, это ладно, оно незначительно. Но там глина, грязь, в общем, все перепачкается. И стирка будет бессмысленной. Вот, поэтому надо какой-то мешок иметь для этого, или герму такую специально для этого предназначенную. Можно герму выворачивать, например, и стирать в вывернутом состоянии. Ну, так или иначе можно придумать какой-то мешок. И там вот с водой все это колбасить, все там мутузить. Вот. Потому что стирать вещи в походе необходимо. Ну, когда он достаточно длительный. Все равно загрязняется все. А допускать, чтобы там воняло, еще что-то нельзя. Мы же не бомжи, правильно? Это же, ну, люди культурные, хоть и простые, и что поделать. Вот. Поэтому стирка производится в обязательном порядке. Сегодня очень ветрено. Хотел выплыть воды набрать. Боюсь. Сегодня ветрено и волны с перехлестом. Там хорошо, что вчера такого не было. Чтоб я погиб бы где-нибудь тут, и в камышах бы остался там. Очень-очень ветер сильный, страшный. Пойду сейчас, наверное, в пешую экскурсию с познавательным уклоном. Вот туда, в деревню заброшенную, к Хретень. Но видел несколько раз, как моторки туда приезжали. Потом еще интересно смотрел туда через плес, очень далеко. Там видно какой-то лагерь, что ли, рыбацкий. Это полиэтиленовый домик, похоже, стоит. А вот здесь видел это на водном мотоцикле какой-то черт катается. И лодка туда же приплыла. Может, какие-то успешные люди там развлекаются, кто знает. Вот. То есть тут тоже какое-то движение какое-то есть, но надеюсь, меня никто не тронет и ко мне никто не сунется. Потому что здесь бухта такая труднодоступная для чего-либо, кроме вот акрафта или там хайдарки, возможно. Интересное место, интересно. Палатку я укрепил, что что-то ветрило какой-то очень сильный. Вот, растяжками. Тут не поймешь, вроде тихо-тихо, а потом как налетит ветер. В принципе, она и так, конечно, выдержит такой ветер, но лучше перестраховаться немного. То солнце выходит, то облачко набегает, и солнца нет. Вот поэтому надо заряжать повербанк, а не телефон напрямую. Хотя сегодня, когда было совсем ясное небо, я немного подзарядил и телефон. Процентов на 10 быстро достаточно. Проводил я эксперимент вот с этой вот батареей большой. Вставлял туда гнездо. У нее есть гнездо вот тут вот. Не знаю, как видно. Вот оно. Слева. Вот это. Это высоковольтный выход. В общем, вставлял туда я
вот такой вот провод и подключал преобразователь. Телефон пишет: очень быстрая зарядка, но идет она очень как-то вяло и слабо. Видимо, напряжение-то есть, а тока не хватает. Это может где-то там в Африке оно будет нормально. Здесь вот батарейки. Видно, что одна уже типа как зарядилась, хотя может просто нет контакта. Такое тоже случается. Это вот из Гармина, из навигатора. А вот эти две из радио, они подразрядились так конкретно. Ну вот сейчас я их заряжу. А радио сейчас... вот здесь вот павербанк. Вот он так показывает. 73%, короче. Уже. А было, когда я поставил сначала заряжать? 8. 73% это так нормально. То есть и телефон у меня сейчас 90%. Вот, сушится от сапог внутренности. Все надо просушивать. Вот это тоже надо стирать. Тут вышло недоразумение. Зубная паста попала на рак. Так вот получилось. Труба вообще великолепна. Такое резкое, прям четкое изображение. Единственная воздушная дымка, конечно, там плывет все. Но тут ничего не поделаешь. Я хотел бы посмотреть в трубу более высокого класса. Что же это за чудо такое? Вот, а тут вот так. Батарейки эти, аккумуляторы, тоже их там же заряжаю. Очень хорошо ловит. Я заменил антенну. Вот это от него антенна с катушкой такой, как эта рулетка. У нее штекер какой-то, то ли бракованный, то ли что. Все время его надо подгибать как-то в сторону, иначе не контачить. Тут просто провод вставил. Прекрасно ловит. Вот радио Фарда, иранские напевы. И вот куда я ее зашарашил. Я не знаю, будет ли видно. Сейчас попробую. Еще солнце. Вот тут вот она. На дерево, в общем, закинул. Закинул. И она вот так вот идет. Сюда идет. Тут она подфиксирована к какому-то шурупу. Да это просто провод такой, тонкий, достаточно многожильный, гибкий. Вот. Ловит шикарно. Вообще все, даже приходится уменьшать гейн, вот это вот усиление предварительное, чтобы не было перегрузки как бы. Костер. Пока не жгу. Там вот пенек стоит. Ну и вот, с утра я поел оставшуюся вчера вареную картошку с яйцами, в общем, все это обжарил, поел так нормально. Теперь вот вопрос стоит о том, чтобы обед готовить. Но сейчас, кстати, потише стало, может и выплыву за водой, заодно рыбку половлю. Думаю, капусту надо варить. То что эти два кочана с собой таскаю, никак не сварю. Пора уже, наверное, их варить. А вообще, хочется попробовать вот эту печь растопить. Вот видно, что тут был домик явно. Уж березки маленькие выросли. Хотя, странно. Тут еще и деревья покрупнее. Какой же это домик был? Может быть, конечно, он был очень давно. И потом уже выросли деревья. Вот печь. Что там внутри, посмотрим.
Ну, что-то тут жгли, вон там от пачки сигарет такая валяется. Это, ну, нормальная такая печь, мощная. Вот эта вот дверца поддувала, к сожалению, тут не держится уже, отгнила. Но это не важно. А труба, кстати, вот тут вот есть такая штука, чтобы кастрюльку ставить. Труба. Труба проходимая. И вот еще от трубы какой-то элемент. Ух ты. А здесь еще и крючок такой нашелся хороший. Интересный крючок. Похоже, тут все-таки был домик, похоже. Потому что вот железяки, похожие на крышу. Что это все туда рухнуло в результате пожара. И обгорело вот это дерево. В общем, загадочная история, непонятная. Кто его знает, что тут было. Такая вот печурка. В общем, поэкспериментирую. Вот вид на мою стоянку с воды. Видно, там палатка стоит. Ну и вот тут вот такой заход через камыши. Все-таки озеро еще неспокойно. Выплыл я по необходимости водички набрать, потому что здесь в зоне камышей она очень мутная, нечистая. Вот, и поэтому я выплыл чуть подальше. Ну, заодно спиннинг немного покидал. Ну, покидал так немного его, ничего не поймал. Может, потом ближе к вечеру еще половлю что-нибудь. Вершу еще надо ставить. Весло. Облака. Всегда на Селигере удивительно красивые облака. Только ради этого можно сюда ехать, чтобы облака смотреть. Ну и вот такое место. Очень хорошее место. Прям благость. Огромный плес. Это вот Кроватынский, наверное, плес. Гигантского вообще размера. Там вот два острова. Где они там, острова? Вот они. Там они, в общем, далеко. Я смотрел, на одном какая-то инфраструктура есть вроде. Ну, то ли домик какой-то, то ли что-то такое. Хретень вот там, сейчас туда схожу. Слышал лай собак. Сделаю палку, чтобы, ну, мало ли, вдруг бросится там. Ни к чему это. Сделаю себе палочку такую, посох. И пойду проведаю, что за хретень такая. Ну, вроде как и успокаивается ветер, а временами порывы налетают. Главное, воду набрал, веток заготовил, буду печь эту разжигать стационарную. Она вот там находится. И суп варить, щи варить. С картошкой, с капустой, с луком. Пожарю лук нормально на сковороде. Свою-то уж печь не буду разворачивать. Зачем, когда тут такая есть великая. Вот, ловлю все вот на вот этот вот воблер белый. Самый такой эффективный. Но здесь глубоко и вода довольно прозрачная. Здесь я попробую другие снасти. Возможно, даже и джерковый спиннинг. И какие-нибудь потяжелее блесны. Потому что здесь глубоко и можно экспериментировать. Может, тут какие огромные есть. Или судак, например, тоже. Все это очень интересно.
Ну вот, добрался я до деревни Хретень. Вот что это из себя представляет. Такие вот домики. Не знаю, есть тут кто, нет. Вот туда идет какая-то дорога. Пойду посмотрю, чего там. Вот здесь речка. Такая полуболото, полуречка. Это дорога, наверное, в сторону Волоховщины. Кто ее знает. Бобры тут явно действовали. Турники. Спортивные люди обитают тут. Собака вон там где-то лает. Иду посмотрю. Ух ты, какая веревка. Это ж у меня такая для дров. И не пожалели. Она ж стоит, бог знает сколько. Наверное, где-то с работы стырили. Эх. Внутреннее озеро называется Белое Северное. Около деревни Волоховщина. А пришел я вот оттуда. По правой тропе шел. Это левая тоже вроде туда в Хретень. Я не буду экспериментировать. Вот такое вот внутреннее озеро существует. Белое Северное. Интересное озеро. Тут бы половить рыбу. Похоже на, как выглядят озера на Соловках. На Соловецких островах. Такие внутренние озера есть. А там вот вроде какое-то другое должно быть с той стороны. Но пока ничего не видно. Бурелом такой, что ж кошмар. Столько тут навалено. Что-то надвигается какая-то... Как бы дождя не было. Это нехорошо. У меня там приемник стоит и батареи солнечные. Надеюсь, не будет. А вот еще одно озеро, маленькое, внутреннее. Какое-то черное, что ли, или что-то в таком духе. Ну, тоже очень красивое, такое аккуратненькое. Почти круглое. Лягушки тут. Это, можно сказать, на границе деревни самой. Это Волоховщина. Я бы с удовольствием бы и тут поплавал на Покрафте, но как тащить его через лес, что ли? Наверняка тоже есть рыба. Люди сюда приходят, да и бобры приходят. Вот явно бобровые дела. А вот это людские какие-то доски. Такие тут виды. Бурелом. Ну, красиво, конечно. Что-то небо хмурится, но вроде дождя не прогнозируется. Будем надеяться, пронесет все это. То у меня там приемник стоит, батареи солнечные. Вот такие тут вот артефакты. Причал какой-то или для купания. Не знаю. Рассказано еще ксерокопии 90-х годов тут расположены. Вот такие вот. В то время ксерокс был вещь запретная. Такое красное, тут все лопаты. Видимо, багры и топоры кому-то понадобились. Что там было? Да, точно, топоры, похоже, были. Топоры, они в цене. Не то, что лопаты и ведра.
Ну так вот тут. А вот и Волоховщина начинается. Я пришел вон оттуда и иду туда. Выйду на плес, посмотрю. Да, последний раз я тут был. Ой, даже страшно подумать, когда. В ранней юности. Все, потом не доходили руки побывать. Многое изменилось. Такие тут дома, мотоциклы. Все серьезно. Что здесь? А, так это какой-то бар, что ли? Закрыто. Ну и так понятно, что закрыто. Там прям какой-то снегоходы. Широкую ногу живут люди. И лодки, и машины, господи. Он еще мотоцикл. Серьезно. Очень-очень даже серьезно. А все жалуются. Вот в отдаленной, заброшенной какой-то деревне на острове все есть. И электричество даже тут проведено. Дров столько в лесу, что можно здесь жить долго. Песок. Под ногами песок. А над головой небо. Вот тут какие удивительные есть транспортные средства. Праворульный автомобиль какой-то. Вот этот багги, или как это назвать, не знаю, что это такое. Какой-то вездеход. Такой вот трактор. Чудеса. Все так стоит. Нива тут. Да. И запах какой-то своеобразный. Будто бы овцы где-то здесь недалеко. Тут были раньше овцы. Вот он плес Волоховщицкий, наверное, как там называется. Волны, как у моря. И вот эта желтая пыльца сосновая. Да, замкнулся круг. Был я здесь последний раз, дай бог памяти, наверное, в 99-м году. Вот именно здесь, на этом причале. Эх. Летом, наверное, 99-го, так я думаю. И с тех пор не был. Вот она, это Волоховщина. Сейчас посижу тут немного. И пойду вот туда, в том направлении. Здесь вот остров какой-то. Нет, конечно, я все это оплывать не буду. Весь остров Хачин.
Там тоже на другой стороне какое-то поселение. Сижу тут. И пойду щи варить. Обратно к себе туда. Столько лет. Начинаю растапливать печь. Когда ее последний раз растапливали, один бог знает. А там вот около печи, внизу, когда я стал тут суетиться, что-то делать, обнаружил маленькую мышку. Черненькую такую. Не знаю, что за порода мышей. В общем, она туда-сюда бегала. Сантиметра 4 максимум. Может, еще и меньше. Видимо, у нее где-то там вот в этом бетонном основании гнездо. Ну, надеюсь, ей особо не повредит то, что я буду на печке готовить. Осиное гнездо там было. В трубе паутина вот там вот. Видно. Нашел бересту. Посмотрим, что получится из этого. Хочу щи сварить. С утра только ел картошку, поел с яйцом. И весь день вот ходил в эту Волоховщину. Вспомнил, как был там 24 года назад. Полжизни. Растрогался, расчувствовался. Что-то прям было как-то. Эх, полжизни. А еще через 24 года вряд ли я сюда смогу приплыть. Разве что меня на какой коляске инвалидной прикатит. Через 24 года уже сил не будет и возможности. Это я прекрасно понимаю. Поэтому каждый день так дорог. Очень дорог. Вот что прикольно в печке, что ветер ей, в общем-то, никак не страшен. Хотя, да нет, вроде не влияет. Обратной тяги нет. Растопил я печь. И готовится на ней сейчас варится капуста с грибами сухими. Вот. Порезал капусту, добавил грибов, поставил прямо на это отверстие огневое, чтобы быстрее закипало. И сейчас буду жарить тут лук на остальной поверхности.
Вон там как. Жар такой чувствуется. Вот это печь. Такие вот стоянки со стационарной печью — это дар судьбы. Хотя я мог бы на своей мобильной титановой приготовить, но это все-таки, по сути, плита многокомфорочная. Тут я и чай сейчас вскипячу. Все я сделаю на этой печке. Вот так вот. Все-таки интересно жить. Мог ли я представить себе, что найду среди леса печь? Нет. Вот там что-то такое внутри отваливается. А, это задвижка. Вот это вот, которая, ну, запирает дверцу. Наверное, говорит, что пора закрыть меня. Пора закрыть. Ну ладно. Вот я закрыл, пожалуйста. Пойду сейчас лук принесу. Буду лук делать. На растительном масле. Вот такие вот виды. Выехал вечерком. Может, попробую половить что-нибудь. Суп уже практически готов. Ну и вершу хочу поставить. Elimde sazım, sen göklerde dalgalan.